Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня буду творить и работать с очень красивым всем. У меня осталась вот эта картонная звезда. Я когда-то делала одну работу, но и с тех пор у меня шаблон есть. Но в интернете посмотрите, как сделать такую же пятиконечную звездочку. Можно шестиконечную, не имеет значения. Нарисовала, обвела в смысле, ну и пристраиваю на пяльцы. Я сегодня буду вышивать. Девочки, какая же мне классная идея пришла в голову. Обязательно посмотрите. Я вышиваю здесь вот просто обычным стежком, иголка вперед. Единственное, стараюсь, чтобы в уголках, независимо от того, тупые они или острые, были нитки, чтобы эти уголки видны были. Ну и вышиваю, вот здесь опять иголкой назад возвращаюсь, для того, чтобы иголкой назад уже здесь шовчик, для того, чтобы уголок у меня виден был хорошо, чтобы не попадал пропуск стежка на место уголка. А дальше я нашла, у меня, вы знаете, что у меня, я говорила, подруга, владельца ателье, и она мне отдает всякие разные обрезки. Вот отдала кружева уже давно, несколько лет назад. Там несколько цветов, розовый еще, потемнее, поярче, голубой. Они шили какие-то костюмы, у них был заказ для группы, там, ну, танцовщицы или, ну, не знаю кто, неважно. Самое главное, что эти обрезки оказались у меня. Вырезала цветочек, пришиваю потихонечку, ну, обычным потайным стежком, просто чтобы не было заметно, тоненькой ниточкой. Девочки, я вот хотела спросить, вот когда я публиковала видео каждую неделю, а иногда и чаще, то вы говорили: ой, мы за вами не успеваем. Но с другой стороны, кому-то интересно одно, кому-то другое, кто-то решит повторить одно, другой это вообще не захочет повторять. Поэтому я вот думаю, мне, конечно, комфортнее раз в 2 недели публиковать новое видео, иначе я совсем в загоне. Конечно, до Нового года я буду прям каждую неделю, а там посмотрим. Тем более, когда лето и когда у меня огород и дача начинаются, то я раз в 2 недели-то мне трудно что-нибудь сделать, потому что, особенно когда начало и конец сезона, все внимание у меня идет на дачу. Ну и у меня нет такой прям необходимости. Кормит меня муж, за квартиру тоже муж платит. Вот я знаю просто, что есть среди рукодельниц девочки, женщины, которые в ипотеку взяли что-то, жилье, и им, конечно, нужно прям вот, я не знаю, по несколько раз в неделю желательно новое видео публиковать. Ну или не знаю, ну, я просто не настолько маньяк, мне нравится все, но это хобби. А если это делать, выпускать, публиковать новое видео каждую неделю или несколько даже раз в неделю, то это уже не хобби получается, а прям такая очень даже напряженная работа в режиме нон-стоп. И ну, бывает, что мы неделю целую делаем, шьем что-то, а при этом укладываемся в 8-10 минут видео. Надо понимать, что это так быстро на самом деле не получается. Особенно, когда вышивание. Там вообще это не быстро. Если сумку я за 2 дня сошью, то здесь гораздо дольше. У меня в среднем неделя уходит на то, чтобы снять видео, при этом семья, чтобы у меня сытая была, да, нормально питалась, и в доме, чтобы было убрано. Поэтому, конечно, мне комфортнее не так часто. Я надеюсь, вы меня поймете, тех, кто ждет, пишет, давайте чаще, как можно больше, хочется поскорее узнать, что я там дальше. Все понимаю. У меня самой есть любимые блогеры, которых я смотрю, и тоже хотела бы почаще, чтобы они снимали. Но я тоже понимаю, что у них тоже какие-то свои обстоятельства. Вот в каком ритме они могут, в том и работают. Ну и я также, в каком ритме могу почаще, буду почаще. Не могу почаще, но буду как могу. Здесь вот круги сами я вышивала. Это был тамбурный шов, а сейчас у меня стебельчатый шов. Это базовые вышивальные швы. Те, кто меня давно смотрит, уже знают название этих швов. Ну, а те, кто только недавно присоединился к каналу, ну или прям вот только что, для тех я буду называть иногда название швов.
Здесь вот тамбурный стежок, точно так же, как тамбурный шов, только одиночный. И вот такой закрепочный стежочек для него. Девочки, как мне понравилось вот это все красивое, бусинки вот эти пришивать, кружева. Я там еще пайетки сейчас вы увидите. Как приятно работать вот с такими вот красивыми штучками всякими маленькими, бисер. Это просто вот удовольствие, релакс полный. И как же мне понравился вот сам и процесс, и результат. Если вы меня спросите, а что это я тут такое делаю, то это у меня будут елочные игрушки тканевые. И, конечно, их будет не одна, это будет целый комплект. Поэтому я нашла, чем занять себя эту неделю, потому что вышивать пришлось достаточно много. Видите, снимаю с пяльцев уже. Здесь вот надо вырезать мне. Я немножечко, вот я оставляла вот эти вот кружочки крайние на припуск. Я крышечку какую-то просто обвела. Но я буду делать чуть-чуть побольше вот эти припуски. Видите, почему мне пришлось много вышивать? Проглаживаю, потому что карандаш, вот эта ручка, чтобы, во-первых, исчезла, а во-вторых, чтобы напряжение из ткани, с нити снять. То же самое делаю со звездочками своими. Видите, почему много? Потому что они у меня двухсторонние, с двухсторонней вышивкой. Скалываю эти лучи так, чтобы они у меня совпали, чтобы ничего нигде не вылезало, чтобы максимально ровно и красиво было. Показывать буду на кружочке. После того, как прошила, оставив отверстие для выворачивания, я прям максимально срезаю припуски, но тут тоже надо не переборщить, потому что может оказаться, что когда вы начнете выворачивать, что если очень уж маленькие припуски, то вы продырявите. Вот в тупых углах вот такие вот делаю, не просто на отсечки, а просто даже вырезы делаю, чтобы там ткань не тянула после того, как вы вывернете. Это очень важно. Звездочку очень тяжело было выворачивать, поэтому показываю вам на кружочке. Видите, какая красота. Вот эти вот швы вышитые, они как бы делают границу. Со звездочкой помучилась, конечно. Прямо я еще взяла крючок, там хоть чем-нибудь. Вот такое вот сердечко, на нем показываю, как я делаю ленточку, завязала узелочек, продергиваю, в иголку, естественно, воткнула. Потом назад пропихиваю иголку с ленточкой, вот через отверстие вытаскиваю. Это мне еще повезло, видите, я вторую сторону тоже обрезок достался. Там совсем осталось чуть-чуть на парочку игрушечек. Вторую сторону, чтобы не вышивать, потому что я чувствовала, что если я начну все вышивать, то я просто не успею к воскресенью опубликовать новое видео, если делать двухсторонние. И повезло, что я нашла вот этот кусочек. Там прозрачная совершенно. Я просто взяла сердечко, вырезала из такой же ткани. Сверху это вот с блестючками ткань тоненькая. И вот так вот в результате тоже очень неплохо они смотрятся. Эти игрушки, когда вешаем на елку, мы же не знаем, как они. Конечно, мы стараемся самой красивой стороной повернуть, но вдруг они там раз-раз и повернулись некрасивой. А у меня вот с двух сторон красивая получилась. Девочки, какие же они приятные. Их так прямо хочется трогать, разглядывать. Они прямо классные. Я прямо их так всей душой полюбила. Настолько мне так приятно было и работать. Звездочки я сделала вот две двухсторонние. Вот, кружочек двухсторонний, сердечко. И вот у меня два вот таких полумесяца я сделала с другой стороны вот эту вот ткань. И все, она у меня практически на этом закончилась. Но может еще на одну игрушечку какую-нибудь небольшую найдется. В результате у меня получился целый комплект, 6 штук. Какая неземная красота. Я сама удивляюсь, как я смогла вообще такую красоту неземную сделать. Здорово вообще. И мягкие, и приятные. И если уронили, не разобьется. А если испачкалось, когда уронили, то можно в машинку бросить и постирать, потому что я все очень крепко пришила.
И вообще здорово все получилось. Я прямо вот под впечатлением сама от того, как здорово и классно получились вот эти мои елочные игрушки, целый комплект. Если вам понравилось это видео, конечно, ставьте лайк, пишите комментарии, я их буду очень ждать. Надеюсь, что вам тоже все это понравилось. Если вы еще не подписаны на мой канал, конечно же, подписывайтесь. И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца.